На примере моего досье я бы хотел продемонстрировать, как префект Приморских Альп Бернард Гонзалес фальсифицирует досье. Меня лишили свободы с 23 июля без всяких законных на то оснований. Бернард Гонзалес фальсифицирует мое якобы незаконное пребывание на территории Франции. Однако это откровенная ложь. Я законно пребываю на территории Франции в качестве просителя убежища вот уже 3,5 года. Все это время ко мне претензий никаких не было, но здесь, в ответ на разоблачение его преступной деятельности в этом департаменте, он решил меня подвергнуть пыткам путем высылки меня в Россию, запретив мне воспользоваться моим фундаментальным правом обратиться за защитой в любую страну, где работают законы. И поэтому префект грубо нарушает все нормы права, национальные и международные, фальсифицируя досье, а судьи, адвокаты, переводчики ему в этом помогают. Во всех судебных аудиенциях, на всех уровнях. 4 декабря префект издал новое постановление о продлении лишения меня свободы. 5 декабря я об этом был уведомлен, заявил ходатайство в суд об обеспечении моих прав на защиту судом. Однако суд действует в интересах префекта и никаких моих прав не обеспечил. 6 декабря была проведена аудиенция, где суд не обеспечил мое участие, несмотря на мои заявления и требования. Центр, где меня лишают свободы, блокирует меня полностью для того, чтобы я не имел возможности по существу обжаловать эти фальсифицированные решения. Дополнение к апелляции, которое я подал против решения судьи по свободам ТЖ Марсель 6 декабря. Первый раздел выделяю: нарушение права обжаловать решение суда по существу. 7 декабря меня посетила посетительница в центре административного задержания. И с ее помощью я перефотографировал решение суда от 6 декабря. В 15 часов 30 минут это произошло. Это дало мне возможность направить его по e-mail в негосударственную ассоциацию «Контроль Публик», чтобы она перевела мне его содержание. То есть вот в этот момент сегодня я понял суть этого судебного решения, потому что мне оно было вручено не на русском языке, вопреки всем моим требованиям. Таким образом, я фиксирую, что обжалование решения в срок 24 часа для нефранкоговорящего задержанного невозможно в принципе по вине государства. Государство не обеспечивает этого права. Причем, если бы посетительница ко мне не приехала из другого города специально, то я бы до сих пор не знал сути решения судебного и не мог бы его по существу обжаловать. Мой запрос предоставить адвоката для подготовки апелляции на решение от 6 декабря не нашел никакой реакции, и адвокат мне не предоставлен даже к вечеру 7 декабря сейчас. Второе. О фальсификациях префекта и суда. Здесь я выделяю несколько фальсификаций под номерам. Согласно тексту решения я могу утверждать, что оно частично сфальсифицировано, а частично обосновано юридически ничтожными документами. Фальсификация номер 1. Я просил не назначения адвоката. Я требовал юридической помощи адвоката, для чего просил предоставить мне контакты его и обязать его со мной связаться накануне аудиенции уже 5 декабря. Я ожидал связи его со мной с утра до вечера 5 декабря. Ничего этого не было сделано, поэтому явку адвоката в аудиенцию не имела никакого смысла. Тот факт, что адвокат ознакомилась с моим досье и не ознакомила с ним меня, не приобщила к досье ни одного моего документа, указывает на невыполнение ею функции адвоката и бессмысленности ее назначения. Однако, если судья указывает, что я просил назначить адвоката, то значит в деле должно находиться мое ходатайство номер 3, которое и доказывает бездействие адвоката и суда. Но, так как ходатайство номер 3 было выслано мной вместе с ходатайствами 1 и 2 в одном e-mail, то возникает вопрос, почему все остальные ходатайства судьей игнорированы? Отказ в рассмотрении ходатайств свидетельствует об отказе в доступе к суду, что в них и обосновано цитированием судебной практики. В решении ложно указано, что я будто бы имел беседу с адвокатом. Это ложь судьи. Я не видел вообще адвоката, хотя настойчиво требовал устно и письменно от суда обеспечить наш контакт с утра 5 декабря. В решении ложно указано, что адвокат представляла меня. Да нет же. Она представляла не меня, а себя.
так как ни одной моей позиции по делу, ни одного моего требования, довода, аргумента и доказательства она не представила в суд. То есть она не выражала мою волю, не выражала мои интересы. Напротив, она препятствовала мне защищаться, так как сама скрыла от меня досье при обязанности меня с ним ознакомить. Не потребовала от меня никаких доказательств достоверности постановления префекта от 4 декабря. Потребовала не от меня, она не потребовала от суда никаких доказательств достоверности постановления префекта. И от самого префекта не потребовала. Мне непонятно, почему адвокату предоставляется досье судом и не предоставляется его мне, задержанному, если участвующий в аудиенции адвокат не готовит апелляцию, например. Например, я вот готовлю все свои апелляции, и мне не обеспечен доступ ни к одному из досье. Решение доказывает, что адвокат действовал вопреки моих интересов, потому что в ее распоряжении было сфальсифицированное префектом досье о якобы выполняемой процедуре моей высылки в связи с моим будто бы нелегальным нахождением на территории Франции и будто бы отсутствием идентификационных документов. Что написала в решении адвокат? Замечания адвоката звучат таким образом. Со времени последнего судебного решения префектуры не было никаких дел со стороны префектуры, по крайней мере, необходимо, чтобы обратиться к консульским властям, потому что у господина нет паспорта, то есть у меня. То есть такой фразой адвокат упрекает префекта, что он меня до сих пор не выслал обратно в Россию. Это вообще нонсенс, я возмущен таким цинизмом. То есть адвокат действует в интересах, против моих интересов, наоборот, в интересах префекта и суда. Суд в этом случае выступает не в качестве суда. Суд выступает в этой аудиенции в качестве подельника префекта в части фальсификации досье и вынесения преступных решений. Вот это работа французских адвокатов по назначению, которая им хорошо оплачивается за счет налогоплательщиков. Я полистал судебные решения других наших заключенных, я увидел, какие суммы адвокаты получают по назначению. В этой же первой инстанции 1500 евро они получают. То есть за вот эти 3 строчки, которые замечание адвоката зафиксировано в судебном решении, я полагаю, адвокат Сара получила 1500 евро. Это вообще разбазаривание государственных денег префектом и судом. И это поставлено на поток. Это система. Это неоднократно в моем случае. Это происходит ежедневно, все аудиенции по всем заключенным. На самом деле это большая проблема для государства Франции. А кто обязан следить за вот этими растратами незаконными? Префект. Но почему это не пресекается? Да потому что сам префект организует нарушение законов, фальсификации досье. И адвокаты участвуют, являются помощниками при фальсификациях досье. Поэтому, конечно, никто не привлекается к ответственности, а сам виновник главный, префект, вместо того, чтобы быть на страже закона, наоборот, организует вот это и возглавляет вот эти все нарушения. Вот так мы видим демонстрацию работы французских адвокатов по назначению во Франции. И это очевидно, что никакой работы этих адвокатов нет. Это просто разворованные деньги представителями власти. Итак, смысл фразы судебного решения предполагает, что мне была оказана юридическая помощь адвокатам. Но фактически обстоятельства доказывают обратное. Назначение адвоката не привело к оказанию юридической помощи. Поэтому было нарушено мое право на квалифицированную юридическую помощь в полном объеме, что влечет отмену решения суда, как вынесенного с нарушением права на защиту. Поэтому я прошу в суд вызвать судью первой инстанции ТЖ Марсель и адвоката Сара, чтобы выяснить все эти сомнительные обстоятельства. Откуда судье известно, что я просил назначить адвоката? И что еще им обеим известно о моих ходатайствах, о моей позиции, поданной в суд? И где эти ходатайства и все мои позиции? Я заявляю, мной направлено к судебному заседанию объем досье, количество листов около 500 штук. Вот я бы хотел у них узнать, в апелляционной инстанции, когда их вызовет суд, и судью, и этого адвоката, где эти все листы? Они читали их? Если читали, почему не отражены в решениях? Фальсификация номер 2. Я не отказывался участвовать в аудиенции, что объяснено мной в заявлении номер 6. Таким образом, решение суда фальсифицировано и в этой части. Необеспечение моего права участвовать в аудиенции после обеспечения моих прав на подготовку к аудиенции является фальсификацией судебной процедуры и моего отказа защищать
себя самому пользоваться помощью адвоката. Из решения очевидно следует, что префект представил в суд ложную информацию о моем статусе, скрыл информацию о ходе судебных процедур как в административных судах, так и в СНДА. Это суд по рассмотрению ходатайства о предоставлении международной защиты просителям убежища. Суд скрыл также информацию о приостанавливающем действии вот этих процедур в административных судах и в СНДА. Поэтому без досье в префектуре по моему прошению убежища дело рассматриваться не могло. Фальсификация номер 3. В решении содержится ложная информация о разъяснении мне моих прав задержанного и, следовательно, возможности их реализовать. Никакие права на защиту в центре задержания не обеспечиваются. Я это констатирую. Я наблюдаю это все дни моего заключения здесь. И эти права не обеспечиваются даже самими судами. Декларировано право на помощь форума беженцев и УФИ. Я не могу в них попасть, ни в один, ни в другой. Полиция меня не пропускает в них, а сам форум и сам УФИ Марселя игнорируют все мои электронные обращения. Все мои требования, устные и письменные, просто в никуда. Я с 5 ноября требую адвоката для защиты моих прав задержанного просителя убежища в Бюро юридической помощи, в административном суде Марселя, в форуме беженцев, в УФИ Марселя, у администрации Центра административного задержания. Адвокат мне не назначен. Я требую доступа к компьютеру, к моему личному смартфону, к сканеру, принтеру, к переводчику, чтобы защищать себя самому. Ничего этого мне не обеспечено. Мне не созданы условия для подготовки моих досье, как в СНДА, так и в административные суды Ниццы и в суды судьям по свободе. У меня абсолютно никаких рычагов нет, чтобы на равных состязаться с ответчиками в судах. Префект, судьи, адвокаты. Вот у меня просто нет никаких технических средств. Но нарушение права на защиту и возможность своей защиты влекут отмену решения суда, так как, очевидно, нарушено равноправие сторон. У префекта есть все, а у меня ничего для адекватного отстаивания своей позиции в судах. Если бы не помощь моей ассоциации «Контроль Публик», это не государственная ассоциация, то я бы не смог обжаловать вообще ничего. Как это было, например, в тюрьме ГРАС, где я был изолирован полностью от своей ассоциации, от внешнего мира, как мне сообщили руководители отделений этой тюрьмы, по приказу префекта лично. А мои документы в этой тюрьме, которые я подавал на русском языке, возвращались к канцелярии тюрьмы, и суды не принимали эти документы. В данном деле мои права на участие в аудиенции были нарушены государством в лице всех соответствующих органов с момента уведомления об аудиенции, и нет речи о равноправии и состязательности сторон в принципе. Фальсификация номер 4. Судья привела ложный аргумент для лишения меня свободы, из которого явно следует: фальсификация досье представлена в суд префектом. Цитирую этот аргумент суда. Принимая во внимание, что в результате рассмотрения материалов дела, подлежащих оценке, невозможность осуществить высылку возникла в результате утраты или уничтожения проездных документов заинтересованного лица, сокрытие им его личности или добровольного препятствования его высылки. Это откровенная ложь, грубая, наглая. Ни один документ моего досье в префектуры не указывает на подобные обстоятельства. А именно, во-первых, я не терял никаких документов, ни паспорта, ни сертификата просителя убежища. Они все есть в досье префектуры по сей день. Более того, они указаны в постановлении префекта от 21 мая об обязании меня покинуть Францию, на основании которого он вынес следующее постановление о применении меры высылки. Несмотря на явные неточности в данном постановлении, например, о моем якобы незаконном въезде во Францию, или что я будто бы сообщил, что женат, но без детей, это откровенный бред. Он не основан на документах. Однако в этом постановлении также указано мой паспорт и его копия, сверенная с оригиналом и находящаяся в досье префектуры с марта 18 по настоящее время, декабрь 21 года. Также из него следует, что я проситель убежища с 18 года, то есть установленное, идентифицированное лицо. Следовательно, решение судьи противоречит фактическим обстоятельствам дела. В постановлении префекта о помещении меня в Центр административного задержания от той же даты, 23 июля 2021 года, указан мой номер просителя убежища
ФНЕ 0603-188-08-70 и мои демарши в рамках этой процедуры аж до апреля 2021 года. Более того, 23 июля Центральный комиссариат полиции Ниццы произвел мою идентификацию посредством снятия у меня отпечатков пальцев и фотографирования меня в рамках ложного обвинения о нарушении мной будто бы частной жизни президента административного суда Ниццы, мадам Русель Паскаль, посредством фотографирования ее на улице около здания суда и регистрации мной моего публичного процесса без ее разрешения. Это вообще фантастика. Вот это вот обвинение ложное, это фантастика. Публичную аудиенцию запрещает суд регистрировать. А почему? Да потому что он действует так же коррупционным образом, как все суды Франции, как все суды Марселя, которые я здесь прошел, все инстанции. Я отмечу, что это было сделано перед помещением меня в Центр административного содержания той же полиции Ниццы. То есть я был идентифицирован в день моего задержания 23 июля 4,5 месяца назад, даже если закрыть глаза на то, что я идентифицирован уже 3,5 года непрерывно, так как Францию я не покидал, числюсь в префектуре как проситель убежища по сей день, так как в ЦНДА продолжается рассмотрение моего заявления по сей день о предоставлении мне международной защиты. Это официальные данные, они в публичном доступе ни от кого не скрываются. И все это содержится в досье префектуры. Ответ полицейского, отвечающий за установление личности, от 26 ноября. Этот ответ подтверждает, что я идентифицирован префектом полиции до моего помещения в Центр задержания 23 июля 2021, но я был лишен свободы, несмотря на это, более 140 дней на основании ложного довода о якобы невозможности моей идентификации. Это выходит за рамки разумного. Но если я был идентифицирован в день задержания 23 июля 2021 года, то каким образом судья в решении от 6 декабря 2021 года ссылается на будто бы отсутствие моей идентификации, сокрытие идентификации мной самим, необходимости мне лаissez-passer, и на основании этого меня лишают свободы? Абсолютно неразумные выводы. Лаissez-passer – это документ, позволяющий возвратить человека в родное государство. Таким образом, как бы перевести пропуск на проезд. Я объясняю, чем обоснована такая оценка судьей документов судебного досье. Это результат отказа истребовать полное досье в префектуры, отказа выслушать мои письменные объяснения, принять их к сведению, отказа адвоката выполнять свои функции. Таким образом, это соучастие суда, адвоката в фальсификациях префекта. Обоснование судебного акта юридически ничтожными решениями и процедурами. Обоснование юридической ничтожности номер 1. Судья обосновала решение о лишении меня свободы доводом, что я объект запрета въезда на территорию Франции сроком на 3 года, вынесенное 23 сентября 2021 года исправительным судом города Ниццы. Утверждаю, это ложный аргумент. Он списан со сфальсифицированного постановления префекта, потому что данное решение не вступило в силу в связи с невручением мне решения по сей день, в связи с подачей отвода суду Ниццы еще 14 сентября 2021 года в Кассационный суд, в связи с предварительными апелляциями против этого решения, которые были поданы по факту вынесения решения 23 сентября, и я подал апелляцию уже 24 сентября 2021 года. Очевидно, что префект не имеет права представлять суд обжалованное решение, ссылаясь на них, как вступившие в законную силу. Эти решения не имеют преюдициального значения, а судья не имеет права просто слепо списывать. Это доводы префекта, они фальсифицированы. А независимый судья должна была потребовать у префекта доказательств. Она этого не делает. Более того, я представил вновь открывшиеся обстоятельства, ответ полицейского по идентификации личности от 26 ноября, который опровергает приговор от 23 сентября об уголовном наказании за воспрепятствование сдачи отпечатков, фотографированию в рамках процедуры высылки, в связи с чем вынесен запрет на въезд меня во Францию на 3 года. То есть доказано, что приговор сфальсифицирован префектом, полицией, адвокатом, прокурорами города Ниццы, судьями города Ниццы, в том числе судьями апелляционного суда Экс-Ан-Прованса. Важно отметить, что я сообщал префекту о факте обжалования приговора
направлял все апелляции и просил приобщить их к досье. Следовательно, префект представил в суд фальсифицированное постановление от 4 декабря, а суд ему на слово поверил, не потребовав никаких вообще доказательств. Это разве суд? Кроме того, я не являюсь объектом вышеуказанного запрета на въезд на 3 года по многочисленным иным основаниям, которые были проведены в моей позиции от 5 декабря, и эта позиция укрыта судом. Все эти доводы должны быть рассмотрены в апелляционной инстанции, и им должна быть дана оценка, и они должны быть отражены в судебном решении. Основание юридической ничтожности судебного решения номер 2. Судья сослалась на уведомление меня о постановлении префекта 5 ноября в 11:25. Однако, это ложный довод, так как постановления префекта мне не были вручены, и по этому поводу я подал прокурору заявление о преступлениях. Заявление номер 71. Я здесь поясню. Префект после лишения меня свободы в тюрьме ГРАС 5 ноября вынес новое постановление о продолжении лишения меня свободы для того, чтобы все предыдущие нарушения свои забыть. И сейчас он скрывает все свои ранние постановления, которые сделаны до 5 ноября, как будто ничего не было. Ни Центра административного задержания Ниццы с 23 июля, ни заключения в тюрьме ГРАС с 3 августа по 5 ноября. Ничего. Вот для этой цели он вынес новое постановление 5 ноября и изменил там номер высылки. Я считаю, это сделано намеренно. Судья ссылалась на уведомление меня о постановлении префекта от 5 ноября в 11:25. Это ложь. Об этом я подал заявление номер 71. Никакого расследования по моему заявлению уголовному не произведено, но, следовательно, прокурор скрывает совершенное преступление в интересах префекта. В данном случае юридически значимым является тот факт, что прокурор не опроверг моих обвинений, не доказал с помощью видеозаписи и аудиозаписи переводов, что постановления мне были вручены. Таким образом, доказано, что вся процедура после 5 ноября юридически ничтожна, так как постановления префекта мне не были вручены вообще в принципе. Обоснование юридической ничтожности номер 3. Судья ссылалась на постановление своей коллеги. Дело 1112/2021 от 8 ноября. Как основание для моего законного лишения свободы. Это решение судья по свободе вынесла в Центре административного задержания Марселя после помещения меня после тюрьмы ГРАС 5 ноября суда. Вот это решение вынесено 8 ноября. Но и это решение не вступило в законную силу, так как было мной обжаловано, и мои доводы не опровергнуты апелляционной инстанцией по сей день, а сегодня 7 декабря. Следовательно, судья ссылалась на юридически ничтожные доказательства. О его ничтожности я написал в своей письменной позиции 5 декабря, которая уничтожена судом. Обоснование юридической ничтожности номер 4. Судья ссылалась на лишение меня свободы на производящиеся в ноябре-декабре меры высылки. Цитирую. Принимая во внимание, что из письма от 1 декабря от командира полиции Повара Гюго, начальника отдела идентификации, следует, что 19 ноября 2021 года российские власти идентифицировали господина Зяблицева Сергея как гражданина России, что запрос на перелет в Россию был подан 19 ноября 2021 года. Рейс был заказан на 20 декабря 2021 года, и что запрос на получение пропуска действительно был направлен в консульские службы посольства России в Париже. Для меня, конечно, это новость. Я об этом узнал только получив вот это решение. Точнее, не получив, а когда мне его смогли перевести. Ассоциация. Однако, тут в ответе полицейского из отдела идентификации не упоминается ни об одном обстоятельстве, согласно которым применение высылки в данный момент является грубым нарушением законов. Отменой приостанавливающего характера обжалования всех постановлений префекта, начиная с 21 мая 2021 об инициировании высылки. То есть нет самой законной базы для высылки, а префект уже тратит бюджетные деньги на меру высылки, покупая билеты для меня. Итак, решение судьи от 6 декабря позволяет сделать следующие логичные выводы. Префект предоставил в суд сфальсифицированное постановление о продлении меры задержания, скрывая все фактические юридические обстоятельства, в том числе превышение максимального срока административного задержания с 23 июля с целью запрещенной законом высылки. Следующее. Суд Марселя умышленно уничтожил все мои письменные документы от 5 и 6 декабря, чтобы оказать незаконное содействие префекту в моей незаконной высылке,
запрещенные законом и международным правом. Следующее. Адвокаты по назначению во Франции существуют для отказа в защите, для имитации ее своим назначением и своим физическим присутствием. Следующее. Аудиенции не регистрируются и не ведутся протоколы во всех судах Франции с целью фальсификации судебных решений. Поэтому, когда я свою позицию направил в письменном виде, то она была уничтожена самим судом, что является способом фальсификации. Таким образом, я, направив свою письменную позицию в апелляционный суд, дублирую ее своим устным обращением, которое записываю специально для этой цели. И я буду наблюдать, как будет поступать апелляционный суд Экс-Ан-Прованса, потому что этому суду мной заявлен отвод, он скрывается уже, и этот суд также является пристрастным, коррупционным, действующим в интересах фальсификатора-префекта Бернарда Гонсалеса.